Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. В этом видео я расскажу, как вытащить из жесткого диска консоли любую программу в виде PKG файла. Это не дампинг игр, а кое-что другое. По ходу видео поймете. Ну и давайте приступим. В моем случае PS4 FAT 1100 серии с прошивкой 9.0, но все так же будет работать на всех прошивках с возможностью установки Homebrew программ. Так как я против пиратства, все действия будут проводиться над самописной Homebrew игрой, которая не имеет лицензии и распространяется свободно и бесплатно. В данном случае это игра Pac-Man. Предположим, после установки я захотел удалить ее, но оригинального PKG файла на моем компьютере или флешке у меня нет, а перекачивать в сети не хочется. Есть решение. Для начала надо узнать код диска. Это можно сделать, посмотрев на имя файла приложения, которого вы устанавливали. Или, как я сейчас, зайти в файловый менеджер, перейти в папку User, далее в папку app и искать, перебирая все папки. К счастью, я видел название файла, поэтому нужная папка мне известна заранее. Вот она. Тут видим несколько файлов, в сущности те же самые, что и в других папках. Нас интересует файл app.pkg. Нажмем. Вот. Это Pac-Man. Теперь надо скопировать его на флешку. Выделяем кнопкой R1, далее жмем треугольник, выбираем скопировать и переходим по пути, который вы сейчас наблюдали. Но как бы я ни пытался скопировать, всегда пишет, что вы ничего не выбрали для копирования или вставки. Такой вот глюк. Но ничего, можно использовать FTP соединение. Благо активировать его можно, просто поставив галочку в нужном месте. В углу появились данные, которые мы должны вбить в любой FTP клиент на ПК. И перед нами появилось все содержимое жесткого диска PS4. Переходим в ту же папку с нашей игрой и находим файл app.pkg. Перетаскиваем в любую папку на вашем компьютере и ждем, пока скопируется. Перед вами сейчас два файла. Оригинальный, который устанавливали в начале видео, и копия с жесткого диска. Обратите внимание, их вес полностью совпадает. Хорошо. Теперь, чтобы не дергать лишний раз флешку, которая уже вставлена в консоль, я скопирую файл app.pkg напрямую в корень флешки, используя FTP. Вы же можете сделать это обычным образом, вставив ее в компьютер. Готово. Выключаем FTP соединение и выходим в главное меню. Первым делом удалим нашу бесплатную игру из консоли. После этого переходим в настройки, дебаг настройки, Game, Package Installer. Перед нами два файла. Оригинальный из начала видео и его копия, полученная напрямую из PS4. Устанавливаем копию с именем app.pkg. И установка началась. И она прошла успешно, точно так же, как и с оригиналом. Вот и наша игра, она установилась нормально. Давайте ее запустим и протестируем. И вуаля, все работает. То есть этот метод позволяет нам вытащить PKG файл из консоли, скопировать его на компьютер и потом установить, когда нам будет это необходимо. И ничего перекачивать не нужно. По-моему, это очень удобно. И еще, если вытащите файл app.pkg из папки и удалите его, то ярлык приложения останется в меню. При запуске просто будет писать, что данные повреждены. Перекачайте их. Но потом, вернув app.pkg обратно, при запуске будет выдавать вот эту ошибку. Так что вариант простым копированием без установки отпадает. Но я бы еще хотел рассказать про патчи и DLC. Перед вами игра, которая имеет версию 1.03, то есть на нее установлен патч. Сейчас покажу, как копировать этот компонент. Как и в прошлый раз, зайдем в PS4 Explorer. Как несложно догадаться, нам снова надо зайти в папку User, которая находится в самом низу списка. Для начала зайдем в папку app. Тут я бы хотел показать код диска Соника. Вам также нужно будет знать код диска игры, для которой есть патч. В моем случае все выглядит вот так. Представим, что я уже скопировал app.pkg. Игра будет версия 1.0. Для копирования патча возвращаемся в папку User. И как бы это банально ни звучало, чуть ниже находим папку Patch и заходим в нее. Далее находим папку с кодом диска Соника. В ней, собственно, и лежит файл обновления игры под названием patch.pkg. Мы можем это проверить, нажав крестик для просмотра информации. Версия приложения 1.03. Да, вот так вот все просто. Имейте в виду, если тут нажать крестик, то вместо переустановки получите глюк. Приложение наоборот удалится. PKG файл пропадет, ярлык исчезнет из меню PS4, а остаточные файлы останутся висеть, пока вы их не удалите вручную. Так что лучше так не делать. Кстати, после копирования PKG имя файла можно поменять. Это не играет роли. Касаемо DLC, все так же просто. В папке User в самом верху есть папка add-cont. По-русски это дополнительный контент. Тут все точно так же. Находим код диска игры и копируем PKG файл. У Соника нет DLC, поэтому нужной папки тут нет. Данный способ не работает с лицензионными дисками, поэтому дампингом это назвать нельзя. Метод может быть полезен, когда вы хотите удалить какое-то приложение, к которому, возможно, вернетесь позже. Или же, когда вы сделали реконструкцию базы данных
Ярлыки всех приложений из меню пропали. Используя этот метод, можно все быстро и копию установить, и при этом ничего перекачивать не нужно. Большое спасибо, Соколов, за 27 злотых. Невероятно осознавать, что твои видео могут смотреть по всему миру. Спасибо за донат от души. И отдельное спасибо за поддержку всем моим подписчикам на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.